Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Красная Таблетка. И сегодня мы поговорим об очень интересной, главнейшей теме. Каких женщин выбирают мужчины? Это настолько абстрактная, настолько разнообразная тема, как оказалось, что даже никто и не понимает, что является правдой, а что нет. Так вот, сегодня мы уберем все правила, общественные мнения и углубимся в природу человека. И там заключается наша основная база, на которой следовало бы и остановиться. Но что-то мы не остановились. То, что было еще предписано, еще до того момента, когда появился брак, социальные институты, какие-то общественные правила, культурные правила, модные правила, которые сейчас у нас в обществе пробуждаются, и вот эти все женские, мужские течения пропагандируют свою правду, и что это является истиной. Давайте сегодня вот уберем всю вот эту хрень и оставим только природное, и постараемся доказать, каких женщин выбирают настоящие мужчины. Поэтому не переключайтесь, сегодня будет бодрая, очень мощная тема. Канал саморазвития Красная Таблетка. Для того, чтобы нам понять, каких женщин выбирает мужчина и что такое вообще гармония между мужчиной и женщиной, нам необходимо понять, что такое мужчина, что такое женщина. В предыдущих видосах я затрагивал тему инстинкта самосохранения, который реально побуждает нас на действие, либо наоборот тормозит нас. И то есть мы развиваемся и деградируем за счет инстинкта самосохранения. Но еще внутри нас есть некий рычажок, который называется гормон. Определенная химическая составляющая нашего аватара, нашего организма влияет на фундаментальные вещи, определяет настроение, которое определяет наше физическое состояние, наши общественные достижения. То есть в этом и заключается суть моего канала Красной Таблетки, что наши решения, наши желания, наше хорошо, наше плохо, наше нормально построено не из-за того, что ты осознанно принял это решение, а потому что внутри нас и снаружи огромное количество факторов, которые влияют. Если, допустим, слишком жарко в комнате, то я не могу заниматься сексом. У меня это уничтожает мой гормон. Мужчины любят прохладу, то есть тестостерон пробуждается, когда холодно. Когда ты охлаждаешь яйца, то тогда у тебя пробуждается тестостерон. Поэтому тестикулы, то бишь яйца, у мужчины отдельно от его тела, они чуть-чуть прохладнее. Даже в таких простых вещах можно понять, что это очень сильно будет влиять на сам тестостерон. Гормональный фон – это такая часть, которая пробуждается изнутри во внешнее и также из внешнего во внутреннее. Если мы кушаем нормально, если мы высыпаемся, то это будет влиять на наш гормональный фон, который будет проявляться во внешней среде. То есть мужчина, который имеет большое количество тестостерона или его рецепторы обострены, то тогда этот мужчина будет всячески больше транслировать свою харизму, свою мужественность, свою целеустремленность в общество. Да? Его достижения будут в разы легче ему даваться, нежели чем человечку, который будет постоянно залипать с минимальным этим тестостероном. А теперь пойдем из внешнего. Если температура в помещении будет достаточно жаркая, то я не смогу проявлять этот тестостерон. То есть моя сексуальная активность, она падает. И, допустим, у меня будут соседи, которые постоянно будут на меня наезжать и постоянно говорить о том, что я чмо. Какие-нибудь родители, которые говорят детям, да, что ты никчемное существо. Это все очень сильно психологически поддавливает на уровень тестостерона. Соответственно, это будет уходить вовнутрь, то есть гормональный фон будет меняться. Все наши решения, адекватные, осознанные, на самом деле построены всех этих факторов, которых мы не замечаем. И для нас кажется это органично, что сейчас я захотел секса, сейчас я захотел поесть, сейчас я захотел поспать, сейчас я захотел одеть эту кофту, да, сейчас я захотел одеть эту бейсболку. Все это обуславливается какими-то определенными причинами. Всем врачам, кто занимается изучением гормонов, они знают о том, что гормоны могут конкретно влиять на поведение человека. Если они влияют на поведение человека,
человека, значит человек делает какое-то действие не из-за того, что он решил сделать это действие, а потому что у него такое состояние, которое провоцирует его на эти действия. Гормональный фон – это очень сильно важная структура. И теперь давайте углубимся в это. Какой основной гормон у мужчин? Тестостерон. Какой основной гормон у женщин? Эстрадиол, эстроген. Давайте просто узнаем у Гугла, у Яндекса, у любой поисковой системы, что такое тестостерон, что такое эстрадиол и что такое эстроген. И я думаю, что вы сразу офигеете, что в определении этого гормона будет указан ответ, что такое мужчина и что такое женщина. Тестостерон – это гормон агрессии, это целеустремленность, это сила, это мышечный каркас мужского типа, волосистость на теле мужского типа. Голосовые связки даже, меняются под воздействием тестостерона. Формирует детородную систему, запускаются процессы в наших половых органах. Гормон агрессии, силы мужской. То есть мужик пошел на охоту, несмотря ни на что, пробирается через лес, убивает дичь. Сильный, независимый победитель, достигатор, быстро принимающий решения и достигающий, получающий того, что именно он хочет. А что же такое эстрадиол, эстроген? Прочитайте, что это характеристика женских более округлых форм. Если быть наблюдательным, то можно в абсолютно простых бытовых вещах отвечать на самые глобальные вопросы, не имея в этой сфере никакой нахер компетенции. Не имея образования, но будучи наблюдательным человеком, можно ответить на все вопросы, экзистенциальные вопросы мироздания. Так вот, внимание, строение тела, мышечного каркаса, голос. Этот гормон влияет на тонкость голоса, на детородную систему, на мышечное строение человека. То есть женщина по своему типу более мягкая. И это придумал не Паша Ленин прямо сейчас. Это придумал не государственная структура. Это придумали не какие-то племена и так далее. Это построено на нашем мироздании, которое мы почему-то забываем. И интеллект выходит на первый этап, на первую позицию. Посмотрите мой видос «Гармоничные взаимоотношения». Там я говорю как раз о том, что мы уходим от нашего тела, от наших ощущений. Это не значит, что тебе нужно трахаться со всеми. Это не значит, что тебе нужно употреблять наркотики, бухать, постоянно отдыхать, делать массажи бесконечно. Нет. Дело в другом. Когда ты выводишь на первый план свои ощущения, чувства, что ты испытываешь в любой момент, когда ты употребляешь еду, когда ты находишься с друзьями, когда ты работаешь, когда ты занимаешься какой-либо деятельностью, все это формирует в тебе определенные ощущения. И когда ты начнешь считывать четко, понятно, ясно эти ощущения, у тебя появляется четкий ответ на вопрос: хорошо тебе с этим человеком или нет? Плохо тебе на этой работе или наоборот хорошо? Интересно тебе заниматься этим или нет? Возбуждает тебя этот мужчина или нет? Но когда мы идем через голову, мы начинаем уговаривать себя. Так вот, в этом вся и проблема, что существует огромное количество книг про гармоничные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Какой должен быть мужчина, какой должна быть женщина. Нам этого ничего не нужно изучать, потому что если мы будем изучать просто нашу природу, то мы сможем найти все ответы, которые нужно просто принять, потому что это создала природа, из которой ты состоишь. И это то же самое, что идти против течения абсолютно бессмысленно, потому что здесь есть то, что очень сильно тебя может наполнить, либо тебя очень сильно опустошить. Когда мы себя заставляем, кстати, делать какие-то дела, неинтересные для себя дела, мы высасываем из себя ресурс по энергетике, приходит апатия, неинтерес, это то же самое, что мы идем против природы. Поэтому наблюдение и, конечно же, канал саморазвития «Красная таблетка» поможет вот именно в раскрытии этих смыслов. Вот именно с нестандартной точки зрения нужно услышать это в первую очередь. Это первый шаг к осознанности, когда ты начинаешь видеть с другой стороны ту же самую ситуацию, в которой ты находилась. Когда мужчина является таким более твердым, потому что его даже мышцы посредством гормона, они более плотные, они более квадратные, более геометричные. Мужчина уже сразу же выходит как образ некого твердого существа, проламывающего
все что угодно, события, ситуации, атмосферу и достигает своего результата. Так вот, какая женщина может быть с таким мужчиной? Только мягкая женщина, которая будет его поддерживать, будет его восстанавливать. Когда мужчина будет приходить с охоты, уставший, поцарапанный, порезанный, женщина его будет восстанавливать. Женщина является анестезией для мужчины. И это не связано с тем, что мужчина использует женщину. Эта проблема возникла лишь только тогда, когда люди перестали понимать друг друга, перестали чувствовать самого себя. И поэтому вот это использование, когда формируется вот эта вот обида со стороны женщин по отношению к мужчинам, все это на самом деле создано еще в предыдущих историях нашего взросления, то есть с детства пришло это. То, что мы видели в детстве, какая была мама, каким был папа, были ли они вообще, вопрос, да? Когда мы в детстве видели, что мама унижала папу, то тогда это останется как нормально. Ребенок принимает законы родителей. Соответственно, институты семьи так отличают. Этот институт типа дал вам определенный образ, что типа в этой семье вот мужчина, вот он меньше женщины. Вот если женщина управляет мужчиной, значит это нормально. Когда женщина управляет мужчиной, его выбором, формирует в нем сомнения, постоянно что-то дергает его, принимает решение, что ему надеть или там как ему поступить, даже если этого мужчина не просил, она вмешивается в его внутреннее состояние, которое формирует в нем определенный гормональный фон. Тестостерон вырабатывается тогда, когда ты в какой-то нестандартной атмосфере, обстановке находишься, тебе необходимо что-то создать, какое-то условие, понимаешь? И когда у тебя эти условия создаются вне зависимости от твоих действий, вообще вне зависимости от тебя, тестостерон нахер не нужен. Поэтому, когда женщина решает за мужчину, когда женщина управляет всеми выборами, которые делать должен мужчина, то это уничтожает в мужчине мужчину, то есть тестостерон. И, соответственно, мужчина становится мягким, то есть он подстраивается под эту женщину. А женщина, соответственно, если она начинает брать на себя больше ответственности, принимать больше решений, она пробуждает в себе что? Тестостерон. Да ладно бы, пускай бы эта сильная женщина тусовалась бы с мягким мужчиной. Проблема-то в другом. То, что формируется у нас внутри другой гормональный фон. Почитайте, погуглите, пояндексите, посмотрите в поисковой системе, напишите, что будет с женщиной, если у нее будет избыток тестостерона. Что будет с мужчиной, если у него будет избыток женских гормонов? Это влияет на здоровье, это влияет на детородную систему. Огромное количество людей разводится. Очень много женщин выбирает себе мужчин через башку. Стабильный, предсказуемый. Когда у тебя мужчина предсказуем, значит его обработка интеллекта, его обработка данных в голове намного слабее, чем у тебя. Соответственно, грубо говоря, он просто тупее, чем ты. А если мужчина тупее, чем ты, значит, тебе будет с ним неинтересно, просто неинтересно, понимаешь? Потому что вовлеченности нет. То есть у мужчины всегда должна быть обработка данных намного быстрее, чем у женщины, чтобы вовлекать ее, интересовать ее своей личностью. И это построено на реакции тестостерона, потому что мужчина сам по себе более резкий, он более мышечный, то есть он более быстрый, потому что тестостерон формирует все эти структуры, соответственно, и зеркалится на интеллект. А если женщина выбирает себе мужчину, который глупее ее, или мужчина выбирает женщину себе, которая умнее его, быстрее его, то всегда будет уничтожаться тестостерон. Поэтому девчонки не получают оргазма, а мужики потом гуляют и трахают каких-то еще девчонок дополнительных. Для того, чтобы понять всю эту структуру, необходимо углубиться в нашу природу. И просто тупо загуглить, прикинь, просто тупо загуглить, что такое тестостерон и что такое эстрадиол, эстроген. Гармония заключается не в умозаключениях умных людей, не в общественных правилах, не в каких-либо культурных структурах. Все самое чистое, органичное, настоящее построено на природе. И если мы увидим и услышим природу, то нам станет намного проще взаимодействовать с мужчинами и с женщинами и выбирать себе подходящего партнера. Если человек не может объяснить сложные процессы на простом языке, без каких-либо супертерминов и каких-то сложных процессов, то значит либо он не знает, о чем он говорит, либо это неправда. Поэтому все глобальное и очень сложное можно объяснить в абсолютно простых бытовых
вещах, которые окружают каждый день, каждую секунду нас. Поэтому добро пожаловать на канал Саморазвитие Красная Таблетка, где мы сложные глобальные процессы раскрываем на простом языке, без каких-либо супертерминов. Если вы сможете продолжить изучение данного вопроса именно вот с того ключа, с того угла восприятия, который я сегодня вам передал, то вы ответите на большую часть вопросов, почему у вас именно так с вашим мужчиной, или почему у вас так именно с вашей женщиной, почему у вас нету секса, мало оргазмов, нет взаимопонимания, нету денег, нету детей или какие-то еще психологические и так далее проблемы. Для того, чтобы выбрать гармоничного себе партнера, необходимо в первую очередь услышать себя. И поэтому я вам предлагаю, посмотрите обязательно мой видос «Гармоничные взаимоотношения». Посмотрите вообще все видосы, которые построены на таком объяснении, как вообще работает наш аватар, как работает наш человек, чтобы потихонечку складывалось понимание того, почему вы делаете это, откуда это идет. Добро пожаловать на канал Саморазвитие Красная Таблетка. Обязательно подписывайтесь, пишите в комментариях все мысли, которые к вам приходят. Я буду искренне рад раскрыть это в своем телеграм-канале, в своих видео, в комментариях под этим видосом. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал Саморазвитие Красная Таблетка.